Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами разберем очередную коррекцию наверх растущие ноготочки и, конечно же, сделаем новый интересный дизайн ногтей, поэтому оставайтесь с нами на канале. Мы начинаем! Итак, эту клиентку вы у меня уже видели, вы ее знаете, эти вверх растущие ноготочки мы каждый раз с вами опускаем ниже. Каким же образом это происходит? В первую очередь путем спиливания старого материала. Нам необходимо спилить максимум материала на кончике и в то же время оставить максимум материала на ногтевом ложе, потому что в данном случае для того, чтобы выровнять ноготочек, нам необходимо поднять материал на ногтевом ложе, а на кончике вывести его в очень-очень тоненький слой. Таким образом мы как раз таки опустим наш ноготочек немножечко визуально ниже. А еще очень важно на этих ручках добавить нижние параллельки, потому что наши параллельки каждый раз взлетают вверх и получаются вот такие вот очень взлетные ногти. Итак, здесь вы прекрасно видите, куда и каким образом мы будем докладывать материал. Но на этом подготовка ноготка у нас не заканчивается. Нам необходимо отодвинуть кутикулу, убрать обязательно птериги, потому что плохо убранные птериги – это ваша первая причина отслоев материала в районе кутикулы. Поэтому мы хорошенечко пушером отодвигаем кутикулу и фрезой убираем весь птериги под кутикулой и на ногтевой пластине. В первую очередь нам необходимо подготовить ноготок к наращиванию, поэтому нам необходимо убрать птериги именно с ногтя, а не под кутикулой. Маникюром мы будем заниматься немножечко попозже, ну и как вы знаете, маникюр я делаю не очень хорошо, поэтому вы делаете его намного лучше, чем я, и вы намного лучше, чем я, знаете, как же правильно это сделать. После того, как ноготок наш полностью подготовлен, материал снят, мы наносим дегидратор, наносим праймер, базовый гель обязательно тоненьким втирающим слоем, для того, чтобы втереть его в приподнятые нами чешуйки натурального ноготочка. И только после этого переходим непосредственно к моделированию. Базовый слой геля вот такими вот втирающими движениями я рекомендую наносить при любой работе с искусственным материалом. Что бы вы ни делали, какой бы вид маникюра вы ни производили, будь то гель-лак, будь то укрепление акрилатиком, полигелем или каким-то материалом средней вязкости, в любом случае сделайте базовый слой материала. Даже под гель-лак сделайте втирающий базовый слой, и у вас намного лучше будет держаться ваш материал. Мы же в данном случае будем делать моделирование полигелями, или же акрилатиками, или же полиматериалами, кто как их называет, это в принципе одно и то же. Почему мы выбрали конкретно этот материал? Потому что этим материалом очень удобно на воздухе довесить именно те нижние направляющие, которых нам не хватает. Поскольку этот материал не течет, никуда не убегает, мы себе можем позволить с ним поиграться таким образом. Поэтому, не подставляя форму, не подставляя бумажный шаблон, сразу же моделируем тот ноготочек, который нам необходим. Поднимаем материал на ногтевом ложе, как я уже говорила, максимально тоненько его сводим в районе свободного края и довешиваем те куски, которых нам не хватало. После того, как материал полностью выложен и высушен, причем на просушку этого материала уходит буквально-таки минута, потому что материал сохнет довольно быстро. Так вот, после того, как все выложено и просушено, переходим к опилу. Нам необходимо опять же выровнять в основном площадку. В данном случае именно от ровности площадки будет зависеть визуальное отношение ноготка к пальчику. То есть, если мы сделаем площадочку ровненько параллельно оси, боковой оси пальца, то у нас получатся ровные ноготочки без взлетов и падений.
И поскольку мы довешивали куски ногтей, поскольку какие-то куски у нас висят на воздухе, это, конечно же, нужно собрать в кучку путем выпиливания со стороны внутренней арочки. И на этом, собственно говоря, наша сложная коррекция с опусканием вверх растущих ногтей подходит к концу. Мы справились со своей задачей. Мы опустили ноготочек и выровняли его относительно, опять же, боковой оси пальчика. Как я не раз уже вам говорила, в принципе простых коррекций в нашей работе практически не существует. Все коррекции у нас сложны, потому что клиентов с идеальными ногтями практически никогда не бывает. Ногти то ли растут вниз, то ли, как в данном случае, поднимаются вверх, заворачиваются куда-то в бока, убегают в разные стороны. Поэтому очень важно владеть основами сложной коррекции для того, чтобы исправить все эти нюансы. После того, как мы сделали полностью опил, делаем маникюр на этих ручках, то есть обрабатываем кутикулу. Как я уже не раз говорила, с этим у меня большие проблемы. Я с кутикулой заниматься не умею, мне это уже дико не нравится. Не уже, а вообще в принципе всегда мне не нравится этот процесс, поэтому я не вкладываю в него душу, поэтому у меня плохо получается. У вас получается намного лучше, я в вас верю, вы у меня просто умнички. А мы тем временем рисуем дизайн ногтей. Вот к росписи я всегда отношусь с душой, и это, в принципе, то, ради чего я занялась ногтями. Не для того, чтобы делать ногти, а для того, чтобы на них рисовать. Поэтому мы выбрали цвет для покрытия, очень красивый серо-розовый оттенок, и именно этим цветом будем рисовать полностью дизайн. То есть, смотрите, в этот серо-розовый оттенок я добавила белого цвета, получила более светлый цвет, и им начинаю вырисовывать основные направляющие своего будущего дизайна ногтей. Потом в этот же цвет основы, в тот же цвет, которым я покрывала ноготочки, я домешала немножечко черного оттенка и продолжаю вырисовывать свою абстрактную идею. Собственно говоря, абстракция в дизайне ногтей – это очень благодарная вещь, потому что клиентки ее любят. И в любой непонятной ситуации, когда вы не знаете, что же такого нарисовать, берете и вырисовываете просто какие-то разные пятна. При этом абстрактный дизайн сейчас находится на пике популярности, это в тренде, это очень востребовано, это очень быстро, это очень просто, не нужно обладать совершенно никакими художественными навыками, поэтому с таким дизайном справится любой мастер, даже самый начинающий, который только-только берет в руки кисточку. Ну а для мастеров со стажем такой дизайн является одним из любимых, потому что, я говорю, выполняется очень быстро, очень просто, можно расслабиться, получать удовольствие и рисовать такой дизайн вместе с клиентом, потому что с ним можно обсудить, куда направить какие линии, как это будет выглядеть в конечном итоге. Например, мои клиентки очень любят принимать участие в создании дизайна. Им очень нравится рассказывать, как бы им хотелось, чтобы это выглядело. И мы создаем всегда дизайн вместе, и всегда наши дизайны ногтей получаются уникальными именно благодаря этому, потому что работают два человека – я и клиент.
А вы разрешаете своим клиентам помогать вам во время рисования дизайна или вас это раздражает? Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне очень интересно узнать ваше мнение. Мы же тем временем набросали основные направляющие для нашего дизайна и теперь добавляем белого цвета в качестве прорисовки и выбликовки. После добавления белого оттенка дизайн сразу же освежается, становится очень нежным и очень интересным. И как обычно, на этом можно было уже остановиться, но нам захотелось добавить, ну не нам, мне захотелось добавить еще немножечко кружочков. Поэтому добавляем кружочки в наш дизайн. Дизайн сразу превращается в что-то морское, потому что это похоже на какие-то морские воздушные пузырики. Поэтому мы с клиенткой решили, что мы нарисовали какое-то своеобразное розовое море, и нам, в принципе, эта идея вполне понравилась. А вот в этом месте это уже клиентка попросила добавить чего-нибудь блестящего, поэтому в свои пузырики мы добавляем немножечко блестящих элементов, и у нас получаются пузыри с блестками. Но в принципе, кто давно на моем канале, все уже знают, что у меня все клиенты любительницы блесток с блестками на блестках, поэтому блестками моих клиенток не испугаешь, а наоборот порадуешь. На этом наш дизайн ногтей готов. Перекрываем ноготочки финишным покрытием и отпускаем клиентку любоваться своим маникюром. Я надеюсь, вам сегодня со мной понравилось. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Мы же с вами увидимся в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!